Полет на параплане на первый взгляд может показаться увлекательным и даже спокойным занятием по сравнению с другими, более опасными видами спорта. Однако реальность иногда бывает удивительной, и именно история одной парапланеристки превратила ее в международную сенсацию. Это история, которая стирает границы между обычной жизнью и неведомыми опасностями, напоминающая о том, что даже в самых безопасных, на первый взгляд, ситуациях могут скрываться реальная угроза и волнующие происшествия. Ева Вишнерская, опытная парапланеристка, перенесла настоящую бурю, оказавшись на грани гибели под ударами молнии и града, а ее история стала известна на всю планету. Как же так получилось, что этот захватывающий и, казалось бы, безопасный вид спорта обернулся настоящим испытанием жизни и смерти для нее? Несмотря на все трудности, Ева не только выжила, но и оставила о себе память, которая продолжает вдохновлять людей по всему миру своим мужеством. Ева Вишнерская – это имя, полное вдохновения и выдающихся достижений. Она была не просто парапланеристкой. Она завоевала множество титулов и наград на соревнованиях, представляя Германию, несмотря на то, что ее корни уходят в Польшу. И хотя она была известна как одна из лучших парапланеристок в своей области, ее истинное величие было раскрыто лишь с появлением случая, который навсегда изменил ее жизнь. Этот случай произошел в 2007 году и сделал из нее символ выживания и стойкости, показывая, что на жизненном пути могут происходить удивительные и неожиданные вещи. В то время, когда ей было всего 35 лет, Ева готовилась к чемпионату мира по парапланеризму и принимала участие в учебно-тренировочных полетах, которые проходили в феврале. События развивались стремительно. Собравшись вместе с 190 и другими участниками, она почувствовала, как дивная свобода полета обернулась настоящей войной с природными силами. Перед началом учебных полетов организаторы заранее предупредили всех участников о возможных опасностях и о том, что стоит избегать грозовых ячеек, так как погода была крайне непредсказуемой и могла меняться в любой момент. Для Евы и ее коллег каждая из нескольких предыдущих тренировок проходила в нормальных условиях, и никто даже не подозревал, что в этот раз все окажется совершенно иначе. В то время, когда они готовились к полету, все казалось спокойным и дружелюбным, и никто не ожидал, что практически сразу после взлета небо откроет свои черные объятия в открытой буре. Это был тот самый момент, когда профессионализм и опыт должны были помочь, но даже они не всегда оказываются достаточными в битве с природой. Ева, как и остальные, чувствовала себя уверенно и была уверена в своих силах, но непогода начала нарастать, и вскоре ее буквально затянуло в эпицентр шторма, где паутинные линии сотрудничества между человеком и природой были разрушены. К сожалению, в какой-то момент участники учебного полета постепенно начали терять контроль, и Ева оказалась в одной из тех грозовых ячеек, от которых предостерегали. Скоро ее параплан оказался в самом центре шторма, и мощные потоки ветра начали поднимать ее на огромную высоту, невероятной, равной высоте Эвереста. Условия в этом замкнутом пространстве стали совершенно невыносимыми. Температура стремительно упала до минус 40 градусов по Цельсию, приводя к кристаллическому замораживанию всего вокруг. Воздушные массы становились все больше разреженными, и по мере того, как давление нарастало, кислорода стало катастрофически не хватать. В один момент Ева почувствовала, что ее организм начинает отказывать. Без кислорода в таких условиях организму становилось все труднее поддерживать функции, и результатом стала потеря сознания.
В этом неприветливом пространстве на высоте около 9947 метров оставаться в сознании и контролировать ситуацию было практически невозможно. По мере стремительного роста высоты она перестала осознавать реальность и отключилась от окружающего мира, что было неожиданным и жестоким ударом судьбы. Следующий момент должен был стать не просто испытанием, но и настоящим трагическим поворотом в ее жизни. Когда же Ева пришла в себя, сознание окутывало ее темным туманом, и состояние окружающего пространства не сулило ничего хорошего. Убедившись, что ее параплан все еще в воздухе, она попыталась направить его в ту сторону, куда ее манило желание избежать грозового облака, но, увы, ее усилия оказались безуспешными. Вместо этого, нажимая на себя мощь дикой стихии, ее стали захватывать невидимые, но неумолимые потоки. С огромной скоростью около 20 метров в секунду женщина вновь попала под влияние бушующего грозового облака, и к ее глубокому ужасу она потеряла сознание снова, как это случилось ранее. При попытках проверить показания приборов она внезапно осознала, что успела немного распуститься, и в данный момент находилась на высоте 6900 метров. Она не могла воспользоваться ручками тормозов, ее тело заледенело, а пальцы превратились в безжизненные куска льда. Все это сделало невозможным управление парапланом. Он просто кружил в облаках. На высоте 6900 метров Ева оказалась в состоянии ужаса и полной дезориентации. Ее руки не поддавались управлению, перчатки были покрыты льдом, а мышцы не реагировали. Параплан вдруг стал абсолютно неконтролируемым. Он незнакомо шел к неизвестным глубинам, словно впитывая вокруг себя всю силу стихийной бури. Все вокруг нее изменялось с вихревой моей силой. По ее ощущениям, грозовое облако вокруг было мощным, как исполинское существо, с которым лишь получился один единственный шанс на взаимодействие. Словами описать эту природную силу было невозможно. Все, что она могла ощущать, это обрывки надежды и страха, а каждый миг напоминал, что она всего лишь листик, унесенный в стремительном потоке ветерка. Затем, когда темнота окончательно поглотила ее сознание, вокруг начали сверкать молнии, ударяясь о землю с глухим треском и разрывая тишину. Каждая вспышка света производила звук, будто бы сама природа желала напомнить о своей власти. Прошла всего жалкая секунда, и стартовала новая угроза. Начался град. Градины размером около 15 миллиметров обрушивались на нее, как подлые стрелы, всецело целясь в ее беззащитное тело. На ней не было защиты, и каждую из этих градин она чувствовала вновь, накапливая синяки и ушибы, которые оставили ужасные следы. Она была совершенно подавлена и не знала, что делать, кроме как надеяться, что порыв ветра унесет ее параплан в безопасное место, когда ее система сигнализировала, что главной угрозой стал сам шок от происходящего. Волею судьбы и удачи параплан действительно унесло подальше от грозового облака, а высота постепенно начала уменьшаться. В то время, когда Ева пыталась понять, где она, вокруг внезапно возникла тихая, даже мирная обстановка над Ниагарой. В 60 километрах от места старта она вдруг обнаружила, что летит вниз, к земле. Это было похоже на чудо. Параплан как будто утратил свою ярость и больше не метался, а продолжал плавно снижаться. Когда Ева наконец приземлилась, она поняла, что это невероятное событие, но все еще находилась в сознании через густой слой льда и обморожения. Она была полностью покрыта инеем,
Уши отмерзли до такой степени, что по трогательному ощущению они едва держались на месте, а обморожение всего тела было серьезным и давало о себе знать. Но она не могла ощущать боли. Адреналин и шок оказывали свое влияние. По словам опытных специалистов, чудо было не только в ее способности физически падать, но и в ее судьбе, которая привела ее к спасению. Ее сердечная работа замедлилась, и организм сумел адаптироваться, замедляя свою жизнедеятельность. То есть именно этот момент стал решающим для ее выживания. Ей удалось выжить и выйти из этой ситуации живой не только благодаря своим навыкам и опыту, но и из-за странной и неожиданной реакции организма на влияние этих экстраординарных обстоятельств. Ева, ставшая символом стойкости и мужества, получила вторую жизнь благодаря парадоксальному замедлению биологических процессов. Она изучила свое тело, как и сама жизнь, и каждое ее новое благословение казалось более удивительным и ценным. После всего случившегося, эта история об удивительном приключении парапланеристки стала вдохновляющим примером для многих, кто слышал о ее потрясающем опыте. Она продолжала делиться своим рассказом на различных платформах и семинарах, подчеркивая важность обучения, подготовки и уверенности в себе. В то время как мир ставил много вопросов о границах человеческой силы и возможностей, история Евы все еще служит ярким напоминанием о том, что иногда жизнь может предоставить нам совершенно неожиданные испытания, которые требуют полного броска вперед и бесконечной решимости. Сегодня Ева Вишнерская признана не только как мастер парапланеризма, но и как личность с огромным внутренним резервом. Ее история вдохновляет людей следовать своим страстям, несмотря на все трудности и преграды на данном пути. Она стала свидетелем силы человеческого духа и преданности делу, и это оставило неизгладимый след в сердцах тех, кто стремится к новым вершинам, отваге и стойкости. Мы можем научиться многому у Евы, которая, несмотря на все темные мгновения, вновь и вновь взлетает, следуя за мечтой и стремлением к свободе. Так что, друзья, запомните. Даже когда кажется, что все потеряно, нужно продолжать бороться, искать пути для достижения желаемого и всегда надеяться на лучшее. Если вам понравилась эта впечатляющая история, не забудьте подписаться на наш канал и следить за новыми увлекательными рассказами. Всего хорошего, до скорых встреч!